Цзияньку засмущали Ялао с остальными. Королева Медуза нашла древний алтарь семицветных питонов, а Ялао пробился в класс святого. Вот так серия, полная событий. Единственное, нам не показали, как Сяо Янь проводил время с дочуркой Сяо Сяо. И я очень ждал встречи Цзияни и Сяо Сяо. Это было бы очень забавно. Они бы вдвоем точно стали хорошими подружками. А еще, как вам момент в серии, когда старейшины драконов пустоты упрашивали Цзиянь остаться? Было очень смешно. В оригинале, по сути, было что-то похожее. Цзиянь хотела поскорее удрать с острова драконов, так как здесь ей было скучно, и она хотела приключений вместе с Сяо Янем и его командой. Так что Цзиянь не удержать. Но как ни крути, а сюжет очень быстро движется вперед. И Сяо Янь вместе с Яо Лао и Цзиянь уже вошли в зал смертных, чтобы уничтожить этот филиал зала душ. Яо Лао уже стал святым Доушен первой звезды. Не верится. Все больше наших любимых персонажей достигают этого, казалось бы, ранее недостижимого уровня. Вот недавно вышел ролик для спонсоров про Сяо Исянь и Цинли, когда они станут святыми. Да, это будет то еще событие. Кстати, лично от меня, Киномикса, огромная благодарность всем за поддержку и донаты. Итак, Сяо Янь и Яо Лао начали атаку на филиал зала душ. Яо Лао довольно легко прикончил мнимого святого Гую, а Сяо Янь вступил в интересную битву с первым Тяньцзуном зала душ. Мы об этом подробно говорили. Костяной меч Императора, слияние человека и оружия. Все это очень увлекательно, но не будем думать, что все так легко, ведь появится сам заместитель главы зала душ. В трейлере показано, как Сяо Янь и Яо Лао, казалось бы, попали в самую настоящую западню. Что же там произойдет? Сяо Янь был двухзвездочным святым, а Яо Лао однозвездочным. Они оба не могли сравниться с заместителем главы, поэтому тот легко захватил Сяо Яня и Яо Лао, связав учителя и ученика цепями душ. Теперь Сяо Янь и Яо Лао оказались в серьезной опасности и вполне могли погибнуть здесь. Но сначала рассмотрим, чем закончилась битва Сяо Яня с первым Тяньцзуном. Тот своим мечом даже сумел разрубить несколько чешуек на броне дракона Сяо Яня. Чтобы переломить ход битвы, нужно было отделить первого Тяньцзуна от его меча. Лучшим решением было применить гнев безмятежного источника, духовную атаку. Более 70% экспертов зала душ тут же застыли, а в следующий миг они взорвались, и их физические тела и души оказались уничтожены натиском духовной атаки. Эта же духовная атака Сяо Яня поразила первого Тяньцзуна. Огромный меч Костяного Императора в тот же миг отправился в полет, а старик отделился от него. Его вырвало свежей кровью. Своей атакой Сяо Янь сумел отделить их, а далее палец и ладонь. Сяо Янь продемонстрировал 3 уничтожающих атаки демонического святого. Божественная ярость поражала врага в саму душу, а палец и ладонь желтого источника разрушали его тело. Объединенную мощь этих техник описать сложно. Сяо Янь парил в небе и смотрел на глубокую яму. Внутри нее еле живой первый Тяньцзун. Но все-таки он умудрился сохранить свою жизнь, хоть и на издыхании. «Умри!» Сяо Янь решил покончить с ним. Он резко сжал ладонь, вызывая внутри ямы могущественные энергетические колебания. Но в тот миг пространство перед ними исказилось, и появился странный человек. Могучая аура пронеслась по запечатанному пространству. «Сяо Янь, да как ты смеешь?» Заместитель главы зала душ наконец перестал прятаться. Ну, как обычно, они ждут, а потом появляются из-под тишка, спасая своих людей. Но в этот раз Сяо Янь решил любой ценой расправиться с первым Тяньцзуном. Человек, возникший прямо перед Сяо Янем, был полностью окутан черным туманом. Он смотрел с превосходством, будучи уверенным в своем положении и силе. И действительно, святой 3-й звезды поздней стадии – это сила, с которой стоит считаться. Сяо Янь сохранял полное спокойствие. Почему Сяо Янь не боялся, спросите вы? Да все просто. Цзиянь рядом. Она святая 4 звезд. Да и сам Сяо Янь на 2-й звезде имел неплохие шансы против 3-й звезды. Что же произошло далее? Заместитель главы снова надавил на больное, пригрозил отцом Сяо Янь. Но парень ясно дал понять, что в случае малейшей угрозы жизни отца, Нефрит Тоше будет немедленно передан клану Гу.
А далее Сяо Янь махнул рукой, и пламя устремилось в сторону глубокой ямы. Он предпочитал доводить начатое до конца, и потому первый Тяньцзун сегодня был обречен. Это взбесило заместителя главы. Он ведь появился, чтобы спасти первого Тяньцзуна, но Сяо Янь явно решил добить его. Хотя заместитель главы атаковал черными цепями, но Сяо Янь даже не стал защищаться, продолжая убивать первого Тяньцзуна. Цепи резко рванулись вперед, но в тот же миг пространство вокруг Сяо Яня запульсировало. Яростная пространственная сила обволокла его тело и с треском разорвала черные цепи. Это вмешательство заставило заместителя главы насторожиться. В следующий миг перед Сяо Янем появилась девушка с фиолетовыми волосами – Цзиянь. От нее исходило колоссальное давление. Ты недостоин даже стоять перед моими глазами. Во время расцвета племени древних драконов пустоты они не страшились даже клана Хунь. А уж зал душ тем более не внушал ей уважения. Цзиянь ясно дала понять, что Сяо Янь не шутил, говоря о кровавой бане. Хотя заместитель главы ощущал, что сила Цзиянь достигла уровня святого 4 звезд, он все еще верил, что сумеет выжить в бою. Тем не менее, Сяо Янь полностью перестал обращать на него внимание. Он вновь направил пламенную ладонь в яму, где первый Тяньцзун находился при смерти, а его душа серьезно пострадала от божественной ярости желтых источников. Когда пламенная ладонь приблизилась, в глазах старика вспыхнула жестокость, и его тело начало раздуваться, готовясь к самоуничтожению. Но Сяо Янь обрушил пламя вниз, полностью уничтожив физическое тело первого Тяньцзуна. Его душа пыталась сбежать к заместителю главы, но Сяо Янь холодно пресек эту попытку. Он щелкнул пальцем, и пламя превратилось в сеть, которая мгновенно окутала душу первого Тяньцзуна, не давая ей ускользнуть. Заместитель главы попытался вмешаться, но Цзиянь мгновенно остановила атаку. Темно-золотая вспышка вырвалась из ее тела и превратилась в огромного золотого дракона. Происхождение Цзиянь больше не вызывало сомнений. Это был древний дракон пустоты. Пока Цзиянь сдерживала заместителя главы, Сяо Янь притянул к себе душу первого Тяньцзуна, запечатал ее и убрал в пространственное кольцо. Человек, занимавший положение первого Тяньцзуна, наверняка знал множество тайн зала душ, и эта информация очень пригодится. Видя, как Сяо Янь убивает первого Тяньцзуна, заместитель главы начинает яростную атаку, решив захватить Сяо Яня цепями душ. Но Цзиянь прибывает на помощь с подавляющим превосходством в силе. Заместитель был потрясен тем, что Сяо Янь сумел заручиться поддержкой эксперта уровня святого 4 звезд. Тем не менее, он попытался отступить и призвать помощь, используя пространственный нефрит. Но попытка провалилась. Цзиянь заранее внесла хаос в пространство этой области, полностью лишив его возможности к бегству или подкреплению. Вот тут душа заместителя вошла в пятки. Он осознал масштаб потерь. Второй Тяньцзун, Гую и первый Тяньцзун были уничтожены. Зал смертных ждало полное разрушение. И что же сделал заместитель главы? Помните слова Сяо Яня, что они любят убегать? Так вот, заместитель, понимая, что уже нечего спасать, и ввиду Цзиянь 4 звезд, совершил взрыв и создал трещину посреди пространства. Он промелькнул и исчез за разрывом в пространстве. Он решил предать всех в зале смертных и просто трусливо сбежать. Это, конечно, превзошло ожидания группы Сяо Яня. Вот почему заместитель главы сумел сбежать через лазейку. Цзиянь признала, что даже если бы хотела, не смогла бы его остановить. Но Сяо Янь ответила, что ничего страшного, если он сбежал. В будущем с ним еще предстоит встретиться. В этом зале смертных хранилось огромное множество душ. Сяо Янь рассек строение, раскрывая взгляду множество черных цепей внутри. Он увидел тысячи заключенных духовных тел. Эти ублюдки зала душ использовали души в качестве своего питания. Сяо Янь всех освободил, ведь они были заключены в этом здании уже неизвестно сколько лет. Но это еще не все. Сяо Янь нашел в этом филиале то, что позволит ему достичь идеальной небесной стадии души. Он осмотрел разрушенное строение и почувствовал внутри необычное колебание. Он начал расчищать землю, вырывая пласты почвы и отбрасывая их в стороны. Он углублялся все ниже, пока на месте здания не образовалась глубокая яма. На дне ямы парил полупрозрачный сгусток света, диаметром около 5 метров. Этот объект извлекал и накапливал нечто из миллионов душ, собранных залом смертных. От сгустка исходили пугающе мощные и при этом чистые духовные колебания, без малейших примесей. К Сяо Яню спустился Яо Лао.
Это была эссенция души. Сяо Янь знал, что душа является основой жизни любого существа, а эссенция души – ее самая чистая и мистическая форма энергии. Яо Лао оценил масштаб накопления и пришел к выводу, что внутри сгустка заключена эссенция как минимум 1 миллиона душ. Это было многолетнее накопление зала смертных, а точнее почти за 1000 лет. Несмотря на поспешный отход, заместитель главы зала душ был вынужден оставить здесь столь ценную вещь. Сяо Янь понял, насколько жестокими методами действовал зал душ. Ради одной лишь эссенции души они уничтожили огромное количество жизней, и подобные хранилища наверняка существовали и в других филиалах на центральных равнинах. В его глазах зал душ окончательно превратился в опухоль континента. Поглощение эссенции души напрямую усиливает духовную силу. Обладая колоссальным ее объемом, теоретически можно развить душу до легендарной божественной стадии. Это навело Сяо Яня на мысль, что кто-то из клана Хунь готовит подобный прорыв, а массовый сбор душ – лишь часть масштабного плана. Сяо Янь связал это с рассказами о святом Хуан Цюане, чья душа достигла божественной стадии, но все равно не смогла привести к прорыву в Доуди. Он заподозрил, что в этом мире существует некий недостающий элемент, и эссенция души может быть частью решения. Яо Лао считал, что эссенция души, созданная ценой множества жизней, не должна пропасть впустую. Он предложил Сяо Яню забрать ее и использовать для улучшения небесного состояния, что станет полезным для поглощения очищающего пламени лотоса. И Сяо Янь согласился. Он прикоснулся к сфере света. В ответ в его сознание хлынул поток эмоций, ненависть, боль, отчаяние и противоречие душ погибших при извлечении эссенции. Обычное поглощение такой эссенции могло бы разрушить рассудок, но намерение Сяо Яня отомстить за них неожиданно успокоило эти эмоции. Души словно откликнулись на это обещание. Даже после своей смерти они хотели воспользоваться последней возможностью, чтобы отомстить их убийцам. А что произойдет далее и кто этот парнишка из трейлера, мы подробно рассмотрим в следующем видео. Давайте наберем 2000 лайков, и в среду это выйдет. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.